Мы благодарим участников, которые приехали к нам издалека, ведь география этого мероприятия удивляет и поражает своими масштабами. Спикером семинара является международный эксперт и судья по породе овец Дорпер и Белый Дорпер Эшли Филлипс. Его мнение высоко ценится среди овцеводов Дорпера в таких странах, как Бразилия, США, Австралия, Россия. Генетика овец, выращенных на их семейной ферме, на сегодняшний день признана одной из лучших в мире. Good morning, ladies and gentlemen. It's a true honor and privilege to be here today to present this presentation to you. Доброе утро, дамы и господа. Это огромная привилегия приехать сюда, в Россию, и показать вам свою презентацию и рассказать о своих животных. I'd just like to thank Xavier and Albert for translating and organizing anything. Xenia, thank you very much for being here to translate, and Albert for all his hard work that he's put in just to organize everything and get everything on the go. I really appreciate it. Я очень благодарен за организацию этого мероприятия. Спасибо вам большое. Это было очень гостеприимно, мое размещение, и я хочу с нетерпением снова приехать сюда и познакомиться со всеми поближе. And all the hotel staff and management for allowing us to hold this presentation in this beautiful venue. Также он хочет поблагодарить отдельно Марину и всех людей, причастных к организации. Ему очень понравилось то, как все оборудовано, все как украшено, и все вещи, которые связаны с ним, ассоциированы, ему очень приятно. So without further ado, I'm going to introduce myself again. I'm Ashley Phillips from South Africa. Меня зовут Эшли Филлипс, я родом из Южной Африки. My father and myself breed Dorpers in a small town on a farm called Targestad. Он живет на ферме, и этот город называется Таргестад. We have been breeding Dorpers for over 50 years. Они разводят овец более 50 лет. So now we'll begin the presentation. Thanks very much. Мы начнем сейчас презентацию. Спасибо за внимание. So Dorper and White Dorper in 2023. Дорперы и белые дорперы, 2023 год. Mickey Phillips and Son Dorpers is our personal brand. Микки Филлипс и сын Дорперы, это их официальный бренд. And the Dorper emblem is the emblem of the National Dorper Sheep Society of South Africa. Здесь вы видите эмблему нашего национального сообщества. All right, the creation of the Dorper, how the Dorper was made. Здесь вы видите, как создавался эта порода. Она была создана из этих двух видов овец. These two breeds were used in order to make the Dorper. Как раз эти виды овец были задействованы, чтобы получить конечный Dorper. A Dorset horn ram. Как вы видите, Dorset — это как раз начало от слова door. And a black Persian ewe. И Female. от слова Persian мы получили per, и вместе это Dorper. And they crossed these two breeds И to create the Dorper. затем эти породы скрестили и получили Dorper. Because the Dorset horn has very good meat qualities. Порода Dorset имеет отличное качество мяса. And the Persian has a lot of fat and very hardy. It's a very fertile animal. Persian, у него очень хорошая живая прослойка, и они очень, скажем так, can you say it again? The Persian's got very good hardiness. It can withstand a lot of extensive conditions. От Black Persian взяли выносливость, выживаемость в разных различных условиях. So together they had in mind that they wanted an animal that would have a lot of meat, but would live out in extensive conditions.
И таким образом, третий тип, Dorper, совмещает в себе прекрасное качество мяса плюс выносливость в разных условиях внешнего мира. So the two types of Dorpers we get is the normal Dorper Существует два вида Dorpers, and a white Dorper. черноголовый и белоголовый Dorper. That's an example of a Dorper. It has the only difference between the two breeds is because the Dorper has a black head. Как видите, у первого представителя, которого зовут Dorper, черная голова. And the white Dorper, the only difference, it has a white head. И белоголовый Dorper. So between the two, the characteristics are exactly the same. По остальным стандартам они абсолютно идентичны. I just want to give just a little bit of positivity on why we choose Dorpers as one of the best breeds in South Africa. Сейчас я освещу все причины, почему нужно выбирать для разведения именно этих овец. At the moment, the Dorper is the fastest growing sheep breed in the world. Это самая высокая, скажем так, быстро растущая порода из всех в мире. For example, some of the countries which currently have Dorpers at the moment, this isn't all of them, this is just some of them that I've mentioned. South Africa, Zimbabwe, Kenya, Botswana, Australia, New Zealand, America, Mexico, Brazil, Paraguay, Panama, Venezuela, Argentina, Thailand, China, Sweden, Germany, Spain, Norway, Russia, Kazakhstan, England, Dubai and Kuwait. Здесь вы видите список стран, в которых уже действующие породы. Я думаю, что эта география, она такая обширная, то есть я чувствую, что вы можете посмотреть и увидеть все страны. То есть от Южной Африки до Кувейта, Дубай, Америка, Мексика, Бразилия, Парагвай, Панама, Венесуэла, Аргентина, Таиланд и прочее. They adapt easily to any climate. Также они адаптируются в любом климате. Their most exceptional quality is their excellent meat quality, to produce meat. Отличное качество туши. They have been winning carcass competitions for the past 37 years. И на протяжении 37 лет они выигрывают национальные чемпионаты по каркасу животного, по туше животного, извините. It has been proven that there is no better sheep breed in the world for meat quality. Они доказали, что не существует лучшего мяса в мире на сегодняшний день, чем у Дорперов. I'm just going to explain some of the outstanding characteristics that this beautiful breed has, the main characteristics of the breed. А сейчас основные выдающиеся характеристики The Dorper. So the main one is meat production. Основное это, естественно, производство мяса. I will also go through each of these points in more detail after this slide. По каждому пункту мы пройдемся более подробно. Adaptability, Адаптированность на местности, hardiness, выносливость, pasture utilization, утилизация пастбищных покровов, fertility, производительность, good mothering qualities,
отличные материнские качества and finally, their excellent quality skins. и отличное качество шкуры, кожи. So, meat production, the main characteristic of the Dorper, this is why we are in Dorpers, is to produce high quality meat. Это самая основная функция разведения овец. И сейчас вы видите эту продукцию. So, for example, in this picture, we talk about a carcass competition. Здесь представлены туши, которые были на чемпионате. It is when animals are judged live. Животных судят по тому, как они выглядят вживую. And then they are slaughtered and then judged on the hook, as you see in front of us when they're hanging. Затем их отправляют на убой, и вы видите уже туши этих животных. And the Dorper competes in these competitions against a lot of different meat breeds. И эти животные, они потом соревнуются с другими различными породами овец. And that is when I said the Dorper has won the national carcass competition consecutively for the last 37 years. The Dorper has always been the champion. Я еще раз хочу повторить, что более 37 лет мы поддерживаем статус победителя в этом чемпионате. They call the Dorper the Wagyu of lamb meat. They call the Dorper the Wagyu of lamb meat. So it produces high quality meat. Все называют качество этого мяса самым лучшим. As you can see in this picture, the fat distribution through the animal is evenly spread on the carcass. Как вы видите, жировая локализация равномерно располагается по туше. With very large amounts of meat. И огромные участки мяса на них. And that is the difference between the Dorpers and other meat breeds, is the quantity of meat on the carcass. So the Dorper carcasses have a lot more meat on them. They can produce more. В отличие от других туш овцы, вы видите, что здесь намного больше мяса, чем вы могли встретить в других вариантах. So just a few points on the meat. The Dorper breed itself improves carcass quality. Порода Dorper каждый раз совершенствует качество туши. The Dorpers are used in many cross-breeding programs. И порода Dorper участвует во многих скрещиваниях пород. So, for example, a breed that doesn't have good meat quality, they cross it with a Dorper and it improves the carcass quality of that animal. Когда у какого-то определенного типа овцы наблюдаются, скажем, проблемные стороны, они скрещивают их с дорперами и получают наивысший результат для себя. The Dorper improves the marbling in the meat. Также мраморная баранина также улучшается при скрещивании их с Dorper. The Dorper has an exceptional high slaughter-out percentage, from 45% to 60%. Также когда овец отводят на убой, от 45 до 60% остается мясо. So the slaughter age of a Dorper at 5 months should give you a 25 kilogram carcass of meat. Овца, которая 5 месяцев, она весит 25 килограмм за тушу. The Dorper lamb has a really great flavor as well. Также мясо ягнят имеет очень хорошее вкусовые качества. Now we're moving on to adaptability. А сейчас перейдем к
адаптации животных на местности. This is extremely good quality of the Dorper. Wherever they are in the world, they can adapt, such as in snow areas, in high rainfall areas, a lot of heat. That is one of the Dorper's very strong points. They adapt wherever they go around the world. Как вы заметили, что на картинках здесь представлены разные сезоны, и Эшли говорит о том, что они могут и в жаре чувствовать себя прекрасно, и при холодных температурах, при спадах, при ветреной температуре, при дождях они чувствуют себя прекрасно. Like I said earlier, the different types of conditions they can adapt to: cold, wet, dry, and hot weather conditions. Как сказано ранее, холодный, сырой, сухой, жаркий климат, все нипочем этим животным. From tropical to subtropical environments. Также тропические и субтропические территории. Also very good adaptability of the Dorper. They can shed their coats of wool off of them and their hooves. Также они могут хорошо себя чувствовать, то есть они могут приспосабливаться к ситуации, к погодной ситуации, хорошо меняют, обновляют свой покров. Также нужно отметить их качество копыт. Another characteristic we're going to talk about is hardiness of the Dorper. Следующее — это выносливость. They can survive in extreme climates and can forage for food in remote areas. Эти животные могут выживать в экстремальных условиях и питаются в отдаленных местностях. They are very disease and parasite resistant. У них есть хорошая приспосабливаемость от различных заболеваний, паразитов. They have very tough skins, which allows them to withstand very cold temperatures. У них очень хорошая кожа, которая помогает им чувствовать себя прекрасно при любых климатических условиях. И шкура также. They have very strong hooves, which allows them to walk on all types of terrain, from grass to sand to rock, etc. Также стоит снова обратить внимание на их копыта, которые позволяют им передвигаться по любой поверхности, будь то каменная поверхность, травяная, земляная. Это все тоже прекрасно получается у их овец. Before we go into pasture utilization, I just want to go back to the shedding coats of the Dorpers. So the Dorpers are an easy care breed, so for their owners, they can breed the Dorpers from selection to shed their coats, so they don't need to shed them. Для разводящих овец им, в принципе, даже можно их не стричь, потому что у них происходит естественное обновление, то есть происходит линька. The same as with the hooves. То же самое происходит с копытами. From selection, they can select animals that will shed their hooves. Соответственно, так же как с линькой, здесь они могут сами сбивать копыта, если так можно назвать. So now we're moving on to pasture utilization of the Dorper. А теперь перейдем к утилизации травяных покровов. This is one of the very, very, very important characteristics of the Dorper. They, when in pastures, they will eat almost anything that is available to them. Это очень важный факт, потому что эти овцы могут есть все, что угодно. Whereas a lot of other breeds that compete against the Dorper, they are very selective in their grazing. They only eat the nice parts of the pasture. Если мы будем сравнивать других овец, мы можем
понять, что многие из них не питаются любой травой, а дорперы, они могут есть все, что видят на пастбище. So like I said, they're non-selective grazers. They eat everything in the pasture. Как я уже сказал, они непривередливы, и они могут есть почти всю поверхность, травяную поверхность, которая засажена. So in most areas, they will eat 95% of the pasture that's available to them. 95% пастбища может быть съедено в процессе. They convert feed very well. И также они переваривают и хорошо еду. So, Конверсия. for example, any food that they're given, they produce it they give it back into their system to produce meat at a high rate. So, the food that's given to them, they will grow a lot quicker, faster. So, the feed that they eat out on the pasture, they convert it into meat very well. Соответственно, все, что они съели, потом мы получаем как хорошее отборное мясо. And then when I say convert poorer quality feed, even if the type of grass in the pasture isn't of a good quality, the Dorpers can still utilize it well. Даже если эти травяные покровы не обладают хорошими качествами, на мясе это не сказывается. And the Dorpers have been known to have, when they have optimal feed, so maximum feed, they can get up to 800 grams a day of growth in lambs. Средний ежедневный набор веса до 80 грамм. All right, now we're moving on to fertility. Следующее – это производительность. The Dorper ewes are known for their excellent fertility in males and females. Отличная производительность среди мужских и женских особей, то есть среди самцов и самок. They are non-seasonal breeders. Не существует определенного сезона для разведения, то есть любой сезон овцы дают потомство. So, for example, Dorper ewes can be mated any time of the year and they will produce lambs for you. Да, сейчас то же самое было сказано. То есть они в любой сезон могут давать потомство. Это не зависит от каких-то временных рамок. But in the fall or the autumn, that is the best time for them to conceive lambs. Но все же осень остается самым, так сказать, наилучшим временем для разведения, для спаривания. In your Dorper flock, you should have a minimum of 120% lambing, and you can get it up to 180%. So, when the Dorpers are mated, if you have 100 Dorper ewes, you should minimum get 120 lambs from those Dorpers, for an example. So from those ewes, so the lambs that they produce, so if you have 100 females, they should give you at least 120 babies. Хорошо. Представьте, что, значит, при спаривании участвуют 100 самок, от каждого будет ребенок, и, соответственно, это даже будет больше, то есть это будет 120 голов уже. Да, 120 ягнят. We have had ewes which have had up to 5 lambs in one lambing, called quintuplets. Также овцы могут производить до 5 ягнят за раз. Single rams in a mating can mate up to 50 ewes in one heat period of mating. Один баран может спариваться с 50 овцами за один период спаривания. The next one we're moving on to is the good mothering qualities of the Dorper ewes.
Следующее — это отличное материнское качество. Следующий пункт. Dorper ewes are excellent mothers. Овцы Dorper — отличные матери. They guard their babies, lambs, very well from predators. Они отлично справляются с защитой от хищников. This is not to say that predators can never catch their lambs. They're just very Не то alert чтобы они могут against защитить predators. своих детенышей от хищников, но они очень хорошо следят за ними. They're extremely strong and, like I said, alert, so they're aware of their environments. Они очень сильные и, как сказали ранее, очень внимательны к своему потомству, к своим ягнятам. And one of the main things in the Dorper, it has excellent milking quality. Также отличная черта овцы, что она дает отличное качество молока. The problem in many meat breeds, the milk quality is poor. Во многих других типах пород возможно низкое качество молока. А здесь мы видим обратную ситуацию в лучшую сторону. And this is one of the main qualities that make the Dorper so good, is their milk production in their females. Это одна из основных черт, по которой люди выбирают Dorper. They can rear twin lambs with ease on pastures with no help of extra feed. Также они с легкостью могут заботиться о близнецах на пастбище без посторонней помощи. The interlambing period of a Dorper ewe should be 8 months. So they should give you a baby or a lamb every 8 months. Каждые 8 месяцев рождаемость ягнят. Происходит рождаемость ягнят. Average Dorper ewes should produce you 3 lambs, 3 babies in 2 years. So every 2 years they should produce you 3 babies. Каждые 2 года средняя овца производит по 3 ягненка. 3 окота. Спасибо. The next one we move to is the quality skin of the Dorpers. Следующая тема — это качество кожи. Dorper. As you can see, the skin in this picture has already been cured. Как вы видите, это уже обработанный образец. And this actual skin was used to make this lady's handbag or purse. И потом из этой шкуры получилась данная сумка. Dorper skins are of the highest quality in the world. Шкуры Dorper имеют самое высокое качество в мире. They're used to make boots, bags, jackets, and even interior leather in car seats. These are a few of many products. Шкуры Dorper используют при изготовлении обуви, сумок, курток и даже интерьера в машине, то есть салона машины, при изготовлении сидений и очень много разных других продуктов. I just want to make everyone know that if there are any questions they'd like to ask, there will be time afterwards to ask, so they must just jot down points for questions to ask me later. Эшли также напоминает, что чувствует, что собралось очень много вопросов и желающих задать вопросы Эшли, но будет время, когда вы сможете каждый иметь возможность это сделать. In the early 1900s, the skin's value was worth more than wool on wool sheep, which increased the Dorper's popularity drastically. So, in other words, the skin of the Dorper leather, the quality of the leather, was higher in price compared to wool. В ранних 1900 году the quality of the leather on the Dorper skins was going a higher price than the wool fiber.
So this made the popularity of the Dorper increase. Когда возросла цена на овечью кожу, она была выше, чем шерсть, да, выше, чем шерсть. И возросла потребность вместе с тем с разведением Dorper. All right, we're going to go into breed standards. А сейчас мы поговорим о стандартах разведения овец. The breed standard is quite a complicated thing, but I'm just going to touch on it briefly now. Это немного сложный процесс, но я попытаюсь все равно вам рассказать про все эти пункты. You get two types of people that, or two types of breeders that breed sheep in our industry. Существует два типа разводящих овец. You get stud breeders Это племенные and commercial breeders. и коммерческие. So stud breeders produce breeding stock for commercial breeders. Племенные занимаются племенными овцами, которые разводят для коммерческих целей. And the commercial breeders produce only meat. They only produce meat production. Коммерческие разводчики, они производят только мясную продукцию. So the next 4 points are 4 points in the breed standard which are very important to stud breeders. Следующие 4 пункта, они очень важны для племенных заводчиков. So when we're talking, these are different standards that animals are classed into. So they're different characters, that different classes, I should say, that the breeds, that the animals are classed into. Сейчас Эшли расскажет далее по этим стандартам. So your type 5 animal, this is your elite animal for breeding. It doesn't have just about any faults, and everything on that animal is almost perfect. Type 5 представляет собой элитных овец, у которых нет отрицательных качеств, а они отбираются, соответственно, по этому критерию. These animals are usually purchased 90% of the time by stud breeders. И такой тип овец закупается племенными заводчиками. Then we move on to a stud classification. Затем переходим на племенную классификацию. These are still good quality animals, Это также отличное качество овцы, but they're not quite on the standard of a type 5. They have 1 or 2 extra faults. Существует один или два недостатка. Спасибо. But they can still be used by stud breeders. Но они все равно используются племенными заводчиками. Then we move on to the commercial classing. А теперь перейдем к коммерческим заводчикам. These animals are usually recommended by the society for commercial breeders to use. Они обычно, в принципе, я уже сказала, да, то есть коммерческие заводчики, они, соответственно, больше интересуются мясной продукцией. So these animals have very good meat producing qualities to them. Это высокое качество мяса. But maybe they aren't as fancy as the type 5 and stud animals. Но, возможно, это не так превосходит Type 5 и племенных овец. And then we move on to a cull classification. А сейчас мы переходим к самой последней классификации. So a cull classification is, you can get it in stud breeders and commercial breeders. But these animals need to be slaughtered. They cannot be used for breeding animals. Эта классификация относится к животным, которые уходят обычно на убой.
the reason why we cull them and slaughter them, the meat can still be used, Мы все еще можем использовать их мясо, but those animals are not recommended for breeding because they have bad faults on them. но мы не рекомендуем их разводить, использовать при разведении. All right, for me, this is a very important part of growing the Dorper breed. Это для меня очень важная тема, которую я сейчас хочу осветить. The knowledge about the breed is key to success. Знание — это ключ к успеху заводчиков. So as you can see in the example, as we see in front of us, this was a Dorper course that was held on one of the farms in South Africa. Как вы видите на фото, эти люди приехали в Южную Африку для повышения своих собственных знаний. Это курсы Dorper. So there are 4 ways that we suggest to improve knowledge about the breed. Это 4 способа, как улучшить свои знания по разведению овец Dorper. Dorper courses. Это, собственно, сами курсы. So like we said, Dorper courses, you learn a vast amount of knowledge about the animals on these courses. На этих курсах вы получите максимальное количество знаний о разведении Dorper. And our plan in the near future is to hold courses in Russia in the upcoming years. Также в ближайшем будущем Эшли хочет организовать курсы для русских в России, чтобы они тоже повышали свои навыки и знания по разведению. Because this is a very important part of building vast knowledge about the Dorpers. Это основная часть, как преуспевать в этом бизнесе и расширять свои знания. And then we can have seminars, as like we're having today. It's just a brief explanation of the animals. It doesn't go into depth, a lot of information, but it's a brief explanation. Как, например, сегодня мы проводим семинар, также это проводится неоднократно, проводилось и часто происходит, и регулярно происходит. Соответственно, это тоже относится к обучению, к повышению уровня знания. And then we can use Dorper manuals, so reading material like books. Также у нас есть учебные пособия, книги, различные журналы для освещения всей информации. And then obviously just communication between breeders that can learn from each other. Ну, также, конечно, не стоит забывать, что непрерывное общение между заводчиками это тоже имеет большую роль. So to improve the knowledge about the breed, these 4 points are very important, especially at this stage in Russia where the knowledge is, the Dorper breed still new. So a lot of knowledge needs to be passed on to all the breeders. Эти 4 пункта очень важны, так как Dorper — это порода овцы, которая только начинает набирать обороты в нашей стране, и эти пункты действительно пригодятся при собственном бизнесе. All right, then we're going to move on to show animals. А сейчас вы видите как раз наших овец. As you can see in the pictures below, it is at one of the world championships held in South Africa. Это один из мировых чемпионатов, которые проходили в Южной Африке. Shows are very important to market your breed to the world. Организация таких шоу очень важна при продвижении своих животных. The Dorper World Show is the largest Dorper sheep show in the world. Такие чемпионаты мира, как в Южной Африке, чемпионат мира Dorper самые масштабные в мире. So a few important points about, or positive points about taking animals to a show. Немного рекомендаций и немного расскажу
по поводу того, как организовывать такие мероприятия. So it's to advertise your breed, so to advertise the Dorper. Рекламируйте свои породу, рекламируйте своих животных. And it's great for marketing between breeders. So breeders can try to sell animals to each other at the shows. Также заводчики могут продавать своих животных между собой. You can also compare your animals with other breeders. So it's nice to see if another breeder has good qualities in his animals that you would like, you can go purchase from that breeder. Также можно сравнивать качество животных между заводчиками. And it's quite repetitive, but to look for potential breeding stock for future. So you look for maybe some animals won't be sold on that show, but in the future you can mark them when they come up on an auction to buy. Также вы можете присматривать себе потенциальный запас животных на ближайшее будущее. And then big shows create a positive energy about the breed, so it causes a hype. So more people want to join, it causes great positive energy, which is really, really positive for the animals. Также организация таких огромных масштабных шоу создает позитивную энергию и хорошую атмосферу. So the show is also a very, very important part of international marketing. Проведение таких шоу очень важны для международного маркетинга, для международного продвижения. So our plans are for the future that Russia will also be able to hold their own show and show the world what the animals that they can produce. Я надеюсь, что российские заводчики также смогут гордиться тем, что они смогут устраивать в будущем такие же масштабные шоу, как устраиваем мы. Like I say, this is just a brief guideline as to how we want you to produce the Dorpers and all their positive points, and just to give you a little bit of knowledge on what we as Dorper breeders are producing and wanting you to produce. Как я уже сказал, это краткая информация, которую я сейчас могу вам предоставить о том, как мы разводим наших животных. All right, that will conclude our first part of the seminar. So I think we'll have a break for coffee, and then we'll carry on with the next part of the presentation. А сейчас будет небольшой перерыв, и мы после этого продолжим с вами общение.